Цоколь и отлив установлен. Имитация бруса прошла подготовку и отшлифована под покрытием маслом. Все это можно найти в предыдущих роликах. Теперь можно приступать к монтажу и окраске. Первую доску выставляем по уровню, так как она задает баланс сторон всему ряду. Идеального материала не существует, и при монтаже все равно будут попадаться неровные доски, но это легко контролировать, приподняв и зафиксировав левую или правую сторону, в зависимости от кривизны доски. Монтаж имитации осуществляется шипом вверх. Фиксировать имитацию я буду на оцинкованные финишные гвозди длиной 40 мм в шип доски под углом 45 градусов. Была выбрана такая схема, исходя из того, что даже оцинкованные гвозди могут начать плакать, а ржавые подтеки и пятна от гвоздей на доме мне точно не нужны. И к тому же плотно держит сам материал, прижимая его к предыдущему. Но в первую доску по-любому нужно вбить саму плоскость, чтобы она держалась. Отмерил расстояние, чтобы не попасть в отлив, надсверлил и забил гвоздь. Добивать гвоздь лучше добойником, чтобы не помять материал, так как впоследствии это может плохо сказаться на древесине, так как и другие повреждения. Гвоздь и отверстия я заделаю шпаклевкой. Шпаклевку для дерева я всегда покупаю белую и просто колерую ее в нужный цвет. Когда ряд задан, далее просто наставляем в паз следующую доску, равняем и фиксируем гвоздями в бруске обрешетки дома. Ничего сложного тут нету. Когда имитация полностью или частично смонтирована, приступаем к окраске фасада. Это можно и даже удобнее делать частями, защищая материал от дождя и влаги, или вообще красить еще до монтажа на фасад. Смонтировали часть подготовленных досок на фасад или одну сторону, покрасили. И так по всему дому. Также при таком подходе удобно красить стороны, которые находятся в тени от яркого солнца. Для окраски фасада я выбрал немецкое масло Осмо. Это лазурь для фасадов 2 в 1. Грунтовка плюс лазурь. То есть предварительная грунтовка не нужна, а нужно всего лишь правильно подготовить и нанести 2 слоя масла. Масло не шелушится и не облезает со временем, а для обновления фасада достаточно очистить поверхность от пыли и нанести 1 слой масла. В одном из роликов я уже рассказывал о подготовке материала под масло. Необходима предварительная шлифовка досок сотом 120 зерном вдоль волокон ленточной шлифмашинкой для лучшего сцепления с поверхностью. Лента машинки может забиваться смолой, но ее легко очистить обычной корщеткой. После шлифовки убираем всю пыль, которая может плохо повлиять на сцепление. Далее рассчитываем площадь всего фасада дома, идем в магазин или на рынок, выбираем продукт, смотрим на расход и исходя из этого покупаем нужное количество литров. Расход Осмо лазури около 26 квадратных метров на литр в 1 слой. И эта цифра практически честная по сравнению со многими маслами других производителей. Открываем и обязательно мешаем содержимое банки до состояния однородной массы, так как все пигменты оседают на дне. Но и это даже не все понимают. Были случаи, когда рабочие открывали банки, не перемешивали, красили дом, и он получался пятнами. Также я рекомендую не использовать прозрачное бесцветное масло, а выбирать продукт хотя бы с небольшим содержанием пигмента, который защитит фасад дома от воздействия УВ-лучей. Масло разбавлять не нужно, оно уже готовое. Кроме того, производитель этого категорически не рекомендует, так как масло может потерять свои свойства. Кисть я использовал с натуральной щетиной средней жесткости, шириной 70 мм. Эта кисть мне очень нравится. У нее не очень длинный ворс, который не сильно пружинит в разные стороны, а толщина рабочей части позволяет брать умеренное количество масла для нанесения, предотвращая его излишнее стекание и разбрызгивание. Наносим первый слой. Масло хорошо и ровно наносится и отлично тянется кистью. Открытое время около 15 минут. За это время можно пройти по сырой поверхности и исправить ошибки и дефекты, возникшие при нанесении. Время высыхания первого слоя при температуре около 23 градусов 4-6 часов. Потом
можно наносить второй слой. То есть готовая поверхность за один день. А это еще один большой плюс. Повторяю, масло очень легко и просто наносится, и не капризное, не оставляет следов от кисти и границ нанесения. Маслом работать одно удовольствие. Еще один момент. Чем крупнее зерно шлифовки, тем цвет и яркость масла будет контрастнее. Здесь было отшлифовано орбитальной шлифмашинкой со 180 зерном. На этом примере хорошо видно, имейте это в виду. А здесь ленточный с зерном P100, разница отчетливо видна. Очень рекомендую по возможности не наносить масло под прямыми солнечными лучами. В идеале это температура 18-23 градуса, тень или облачка. Во-первых, это сильно увеличит расход. Во-вторых, это возможность преждевременного схватывания и неравномерность нанесения. В-третьих, возможно появление трещин, особенно на торцах. В-четвертых, масло не успеет полностью проникнуть и сцепиться с порами древесины. Ну и в-пятых, работа под ярким солнцем может ослеплять, и не будет видно границ окрашенных площадей. В идеале рекомендуется также окрасить имитацию с другой стороны, для равномерного распределения усушки и влаги в досках. Для этого я взял экстерьерное масло компании Veris и также прошелся им в 2 слоя с обратной стороны, без предварительной шлифовки. Это масло имеет немного другой состав, оно намного жиже, его слой на поверхности практически незаметен, сохнет довольно быстро. Советую наносить, не залезая на лицевую сторону. Расход масла Осмо у меня получился такой: 23 метра квадратных на литр на первом слое. На второй слой ушло почти в 1,5 раза меньше, но и общий расход в 2 слоя составил 14 метров квадратных на литр продукта при шлифовке зерном P100. Также очень удобно, что у этого бренда есть пробники по 5 грамм, и можно легко подобрать цвет для вашего фасада прямо по месту. Расход может быть больше или меньше и зависеть от типа древесины, строганная или свежий спил, ну и шлифовка более крупным зерном соответственно увеличивает его. Масло приобреталось в Германии в 2020 году. По непонятным причинам цена его в России в 2 раза выше. А немного позже, из-за сложившейся ситуации в мире, купить это масло по старой цене уже стало проблематично. Многие магазины отказались от доставки в Россию, или ее стоимость возросла настолько, что заказывать оттуда уже нету никакого смысла. Если я все же найду масло по интересной цене, я обязательно оставлю ссылку в описании. По монтажу и покраске маслом вроде все рассказал. Тем, кто только планирует, думаю, будет очень полезно. Пишите комментарии и задавайте вопросы. Я все читаю и по возможности стараюсь отвечать. А в следующих видео я расскажу о входной двери, о том, как я делал наличники и о том, как ровно и красиво установить отливы окон. Всем удачи, до встречи!